Таня. And Sasha. Go! Есть несколько способов добраться из Гонконга в Макао. Мы выбрали паром. Девушка, вы куда плывете? Я в Макао, а вы? Сначала нам не повезло, мы опоздали на наш рейс. Потом добрая тетенька поменяла нам билеты, и нам повезло, нас посадили возле окошка. Мы плывем в Макао, времени час плавания. Ну, поплыли. Хочу вам сказать, что сиденье здесь удобнее, чем в самолетах, в автобусах и в любых крутых классах. Я бы себе такое дома не отказалась. Вместо дивана. Мы плывем на пароме, но есть вариант перебраться на Макао на автобусе через самый длинный мост, морской мост в мире. Можно также долететь самолетом, хотя это совсем не бюджетный вариант. Паром более красивый. И туманное утро, Гонконг, высокие здания. Мы взяли билет до пристани Катай, поэтому поехали на такси в Макао. Очень прикольные виды. Ехали мы тут недолго, буквально минут 15, для того, чтобы добраться до материковой части Макао. И заплатили порядка 45 гонконгских долларов или макаоских паток. Курс одинаковый. Чем-то мне это напоминает Лиссабон. Макао встречает сразу шумом, цветами, запахами. Здесь и Азия, и Европа. И они спокойно живут рядом. Узкие улочки, старые дома, вывески на китайском. Как будто Италия, как будто Португалия с китайским акцентом. Как будто попала в другой временной слой. Макао – это город, в котором не надо спешить. Здесь нужно просто ходить и смотреть. Улочки хочется рассматривать. Обнаруживать все больше мелких деталей. Город очень приветливый и яркий. Очень сильно отличается от Гонконга. Вот такие вот узенькие улочки, и по ним умудряются ездить машины. Ой, какой туалет. Просто хочется передать вам эту атмосферу. Лавок, магазинов. Вот, например, акулий плавник, рыбий пузырь, ласточкины гнезда. Посмотрите, как они здесь продаются, в каком количестве и насколько разные. Ну, а рыбные магазины – это вообще фантастика. Их здесь столько и такое разнообразие. Всякие вяленые сушеные морепродукты. Многие из них я даже не понимаю, что это. А это мы наткнулись на какой-то храм, который оказался еще и музеем. Очень люблю такие случайные открытия. Обычно бывает
самыми яркими и запоминающимися. Очень атмосферно. И совершенно тихо и пусто. Правда, если честно, мы так и не поняли, музей чего это. Вот эти вот все зелененькие дверцы здесь раздавали счастье. Гуляем по улице Счастья. Руа де Фелисидаде, она же улица Счастья, была создана губернатором Макао в середине правления династии Цинь. Под руководством семьи этого губернатора улица стала развиваться в наиболее перспективном, в денежном направлении, превратилась в район красных фонарей. Там были цветочные дома, то есть публичные, казино, а также опиумные курильни. В этом и заключалось счастье. Ну а сегодня это просто фотогеничная улочка с зелеными дверцами. Макао – это бывшая португальская колония, которая с 16 века и до конца 20 века находилась под управлением португальцев. На сегодняшний день, с 1999 года, она находится под полным управлением Китая. 95% населения это китайцы, 5% португальцы. Находится Макао на континентальной части и на 2 островах. Макао, Макао. Нам предлагают залезть еще выше на эту стенку. А вот и смотровая площадка. Но прежде чем рассказать о Макао, хочу заметить, что макаосцы не считают себя китайцами и могут на это даже обидеться. Да, Макао это что-то прикольное. Сейчас я увеличу. Посмотрите, какие хибары непонятные или понятные. Такие ржавые дома на фоне новых, красивых. Контрастненько. Контрастненько – это действительно то слово, которое подходит к Макао, потому что это город, который в себе сочетает и португальское, европейское колониальное прошлое, и китайский восточный акцент, и старые обветшалые здания, и новые современные здания, ну а также то, чем сегодня действительно знаменит Макао, это мировой центр игрового бизнеса, казино. Казино здесь больше, чем в Лас-Вегасе. Возможно, их не больше количественно, но количество капитала, который вращают эти казино, превышает Лас-Вегас. Благодаря близости с Китаем, в котором запрещено играть, а сюда китайцы любят наезжать, чтобы свои финансы здесь потратить. Ну, любят они, наверное, не за то, чтобы их потратить, а чтобы заработать.
Но, как вы понимаете, в казино чаще происходит наоборот. Макао – это город, который на китайском называется Аомынь, и он совсем небольшой, население 700 тысяч человек, при этом площадь всего Макао, включая острова, всего 30 квадратных километров. На островной части, там где находится казино, практически никто не живет, все живут только на полуострове, то есть на материковой части, и на этих 9 квадратных километрах помещаются все 700 тысяч человек, благодаря чему Макао считается самым густонаселенным местом, ну, видимо, самым густонаселенным государством в мире. Ведь Макао – это отдельное государство, хоть и автономное. Руины святого Павла – это символ Макао. От самого храма остался только фасад, но энергии здесь точно с избытком. И смотрится очень эпично. Собор святого Павла – самый большой католический собор на Дальнем Востоке. У него печальная судьба. В 1603 году он был построен, а в 1762 португальское правительство решило сделать из него казармы и военное общежитие. Через 70 лет страшный пожар уничтожил деревянное здание. Остался лишь полуразрушенный фасад и ступени. Ну реально же Португалия с китайскими надписями. Очень странно, но Макао абсолютно не кажется переполненным. Мы подходим к церкви Святого Доминика или Санто-Доминго. Эту церковь построили в 1587 году 3 испанских священника-доминиканца. И в ее архитектуре отличаются испанские и португальские нотки. Спустя почти 250 лет храм перестроили в южноевропейском стиле. После упразднения ордена доминиканцев в первой половине XIX века церковь была экспроприирована правительством и закрыта, по аналогии со Святым Павлом. А в ее рамках разместили казарму, склады и конюшню. Потом реконструировали, передали верующим. Сегодня это самая крупная церковь римско-католической епархии Макао. И в 2005 году она была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За красный канат заходить нельзя, только для молящихся. Мы зашли в маленькую забегаловку в Макао, и так приятно, нам перед едой принесли чаек. Это так классно. Посмотрите, какое меню огромное. Ну, Google переводчик со всем этим справляется, вы не переживайте. В общем, мы заказали вот это блюдо, если кто-то понимает. Мы заказали вот это блюдо под номером Б, если кто-то понимает. Ну, Google Translate понимает. Но Google очень интересно переводит некоторые вещи. Как вы думаете, что такое мясо в реке? Или мясная река? Нет, а жареная река. В общем, были моменты, которые вызвали улыбку, но мы нашли то, что нам понравилось. Мы решили, что без жареных рек обойдемся. Булочка со свиной отбивной. Не знала, что это может быть так вкусно. Она прям хрустящая-хрустящая. Совсем не Макдональдс. Действительно вкусно. Рассказывай, что это.
Ну, ты ешь, ты рассказывай. Говорят, свиное не свиное, а морское ухо. Это жареный рис с белками и морское ухо. Мгм. Ну, в общем, Какой-то морепродукт. булочка просто дома. Прикольно. Мне кажется, там еще какая-то рыба. Но я не уверена. Какая-то рыба есть точно, потому что пахнет рыбой. Ну, короче, это вкусно, но что это, я не могу определить. И вдруг рождественская инсталляция. Очень необычно видеть Рождество в азиатском городе. Выглядит красиво и немного сказочно. Но учитывая, что это все-таки Китай, Номер не помню. Совершенно грандиозное сооружение. Я даже не знаю, каким боком его можно заснять. Сошли мы в Гранд Лисбоа. одно из немногих казино, находящихся на материковой части. Это визитная карточка Макао, одно из самых известных казино. Думаю, что по фотографиям его узнать проще всего. Его видно со всех сторон. Он как маяк, ориентир. Самое узнаваемое место в городе. Боже, какая красота. Как вам такое гостиничное лобби? Ну а теперь дом мандарина. Каса де Мандарин. В Макао это крупный традиционный китайский жилой комплекс, бывшая резиденция реформатора Чжэнь Гуаниня, построенный в кантонском стиле с внутренними дворами, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО и открытый для посетителей. Совершенно бесплатно. Этот дом был построен семьей Чжэн в 1869 году. Постоянно расширялся, достигнув 4000 квадратных метров. Это историческая резиденция теоретика и реформатора эпохи Цин. Традиционный китайский комплекс со внутренними дворами и лунными воротами, символизирующими гармонию. Как сказала Таня, внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО с 2005 года, находится в районе Сан-Лоренсо, недалеко от площади Лилау. Вход бесплатный, открыт с 10 утра до 6 вечера ежедневно, закрыт по средам. Эта традиционная китайская постройка состоит из нескольких помещений и двориков.
в которых заметны элементы как китайской, так и западной культуры. Он был построен для чиновника, управляющего китайской таможней. Вот так жили китайские чиновники. Точнее, 72 китайских чиновника. Здесь время как будто бы замедляется. Действительно, полное погружение в атмосферу. Внутри старинная мебель, резьба, детали. Очень красиво и спокойно. Хочется все рассматривать. Ходишь по этим лабиринтам и как будто бы погружаешься во времени. Посмотрите, какая спальня. Скрипучая лесенка. А это то, что называется приемная, да? Угу. Да, кстати, обратите внимание, что окна идут во внутренние дворы, то есть они не идут на улицу. Этому есть несколько причин. Во-первых, фэншуй удерживает ци внутри, создает ощущение защищенного пространства, усиливает гармонию семьи и рода. Во-вторых, для климата вентиляция еще до кондиционеров создает естественную вентиляцию без сквозняков. Ну и главное – это приватность и статус. Жизнь не выносится на показ. Окна вовнутрь – это контроль и безопасность. Ну и тишина, конечно. Чем выше статус, тем меньше открытости к улице. Не забывайте, что жили здесь чиновники. Обратите внимание, что мебель не выглядит удобной. Она не для того, чтобы в ней валяться. В ней нужно присутствовать. Мебель держит осанку и сознание. Сиденья жесткие, спинки прямые. Мебель не склеена, а собрана без гвоздей. Соединение называется ласточкин хвост. Знак мастерства и долголетия. Такая мебель очень красиво стареет. Ой, какая антика. В доме расставлено множество бытовых старинных вещей. И, кстати, еще одна причина таких интересных окон – это то, чтобы они визуально связывали разные части дома. Ведь дом был рассчитан на большую семью, на несколько поколений. Они позволяли наблюдать, не вмешиваясь, и составляли ощущение единого организма для дома. Важно уточнить про резьбу и про породы дерева, которые использовались. Красное дерево – символ защиты и долголетия. Камфорное дерево – оберег, отпугивает насекомых и чужую энергию. И хуанхуайли – символ власти и стабильности. Ну и, конечно же, резьба имеет определенные постоянные мотивы. Такой же вход, нет? Как тот, что мы были. Только узорчик здесь другой. Типа хотел на самом голову. Вот такие интересные строгие проходы между зданиями. Смотрите, какие колонны. А это всего лишь слив канализации. По мне выглядит очень аутентично. Как вам?
Множество внутренних переходов, много растений, внутренние дворики, тишина, спокойствие, камень, вода. Тут важно сказать, чего нету в этом доме. Здесь нет ярких цветов, нет зеркал, нет лишних предметов, ничего на показ. Это дом, где тишина равно статус. Богатство здесь не кричит, оно просто есть. Это место не считается обязательным к посещению, но я бы очень рекомендовала его посетить. Оно просто другое, не похоже на все, что я видела до этого. Дом еще не полностью воспроизвели. Он все время попадал в приключения, реконструкция и так далее. Еще есть закрытые части. В нем жили 72 чиновника. Pastéis de nata. Не португальский, китайский. Ну, кроме паштейша, мы взяли еще местных сладостей. Вот такая вот с безешной шапочкой. Убегает. И вот это действительно вкусно. Самый старинный храм в Макао. Посмотрите, какая перед ним тусня. Храм Мама – это не туристическое, а живое, очень сильное место. Это сердце города Макао. Амма – это богиня моря, защиты и пути. Ее почитали рыбаки, моряки, торговцы и все, кто отправляется в дорогу и не знал, вернется ли. Один важный момент – это не один храм, это целый храмовый комплекс, как путь инициации. Внизу просьбы о защите, выше благодарность, а еще выше мудрость и принятие. Чем выше поднимаемся, тем тише внутри. Храм построен у воды, на скале и на перепаде уровней. Это не случайно. Вода – это путь, скала – это опора, высота – это связь с небом. Ты буквально поднимаешься от мира людей к миру духов. Это храм не о том, чтобы что-то получить, а о том, чтобы быть под защитой, пока идешь своим путем. Тут испытываешь невероятные ощущения спокойствия и защиты.
挂着机，或者是它的等等是有一个，而且做大上另外有很多里面那个阿姨在造纸。У этого храма очень красивая легенда. Когда-то, когда Макао был всего лишь рыбацкой деревней, однажды у берега появилась бедная одетая женщина. Начался шторм, и она просила взять ее в лодку. Богатые рыбаки отказали ей, и только один бедный человек пустил ее без вопросов. В море шторм усилился, но вокруг их лодки вдруг стало тихо. Они вернулись целыми, а женщина поднялась на скалу и исчезла в свете и дыме. Так люди поняли, что это была богиня Амма, защитница тех, кто идет своим путем с открытым сердцем. Этот храм не о желаниях, он о защите в дороге и доверии к жизни. А еще, благодаря именно этому храму, появилось название Макао. Когда впервые португальцы приплыли к берегам в XVI веке, они высадились рядом с древним храмом Амма. Они спросили местных жителей, как называется это место. Китайцы, конечно, подумали, что речь идет о храме, и ответили Амма-Гао, что значит «бухта Амма» или «место Амма». Португальцы записали это на свой лад Макао. Со временем название упростилось и закрепилось за всей территорией. Поэтому Макао – это буквально место богини Амма. Очень символично. Это один из древнейших храмов, ему больше 600 лет. Храм как мини-город. Там не один зал, а целый комплекс. Ворота, двор, павильоны, залы для разных божеств. Ты как будто поднимаешься по духовной лестнице, снизу от земли к небу. Запах, который не забывается, постоянный дым благовония – это не просто атмосфера. Дым – это связь с небом. Чем выше поднимается, тем лучше услышали просьбу. Очень кинематографично, кстати. В храме есть огромные валуны и скалы, встроенные в архитектуру. Считается, что камень хранит энергию места. Если прикоснуться и загадать желание, оно заземляется. Можно сказать, что здесь желания не улетают, а остаются. Символы, которые не просто декор. Драконы – это защита и сила, львы – охрана у входа. Красный цвет – жизнь, удача, деньги. Изогнутые крыши – чтобы злая энергия не могла задерживаться. Храм живой, он не музей. Важно подчеркнуть, что сюда реально приходят молиться. Сюда ходят рыбаки, бизнесмены, путешественники. Люди просят защиты перед дорогой, деньгами, важными решениями. Тут не посмотреть. Тут очень мало туристов, тут больше именно участников. Люди приходят, зажигают благовония, молятся, касаются камней. Правда, лестницы здесь тяжелые, подниматься достаточно высоко. Храм Амма – это место, где китайская духовность встретилась с европейской историей. Португальцы пришли за торговлей, остались благодаря храму и бухте. Наверное, нет ни одного туриста, который не посетил этот храм. Ну и не туриста тоже. Все, кто приезжают сюда, особенно, наверное, перед походом в казино, точно придут помолиться о защите своих денег.
И вообще здесь очень спокойно и красиво. Что спросить? Саша только что спросил, такой штуки сгореть занимает месяц. Месяц. А вот такие маленькие, сейчас я подойду. А вот такие маленькие сгорают за неделю. Просто посмотрите на размеры этих благовоний. Не знаю, как вы, а я точно очень впечатлилась. Такого я еще не видела никогда и нигде. Многие из них выше человеческого роста. Ну а сейчас мы едем на бесплатном автобусе от казино на Катай, где расположены почти все казино. Да-да, не удивляйтесь. Здесь можно ездить на автобусах совершенно бесплатно между казино. И вообще вокруг куча абсолютно бесплатных аттракций. Так что не верьте тому, что в Макао дорого. Здесь очень прикольно и не просто дешево. Многое абсолютно бесплатно. Снимать Макао абсолютно нереальная задача. Камера вообще ничего не передает. Гуляем сейчас по Катаю, тому самому фешенебельному району, который представлен большинством наиболее крутых казино в Макао. И здесь есть самые крутые казино в мире, круче, чем в Лас-Вегасе. И их здесь больше.
мы гуляем по острову Котай, который является соединением двух островов. Один из них это Тайпэй, а другой Куалинь. И вместе они образовали такое соединение Котай, в котором построено большинство наиболее фешенебельных казино в этом городе, которые по своему товарообороту превышают все казино Лас-Вегаса. По количеству их чуть меньше, их 41 на 24 год, но по товарообороту они гораздо выше. И до недавнего времени они были порядка 50% от ВВП Макао, на сегодняшний день 40%. То есть это то, что они дают стране. На первом месте в мире Макао находится не только по плотности населения, но и по ВВП. Самый высокий ВВП в мире. 125 тысяч долларов США на человека в год. На самом деле, гуляя по этому великолепию, особо и сказать-то нечего. Просто смотреть по сторонам и наслаждаться роскошью. Это лобби гостиницы «Лондон». Новогодние елочки – это просто вау-вау. Да и все остальное не уступает. Венеция? Или Лондон? Или Apple? А вон вдали виднеется Эйфелева башня. Видите? Ну, пока что мы идем в Лондон. Казино «Лондон» – это прям отдельный мир. Не просто казино, а как театральная декорация Лондона, перенесенная в Азию. Это огромный развлекательный комплекс в стиле классического Лондона. Казино, отели, бутики, рестораны, шоу, фотозоны. Все сделано, как будто ты гуляешь по Лондону, но с азиатским размахом и деньгами. Тут не просто интерьеры. Фасады, как на Пикадилли, уличные фонари, витрины столы Англии. Ты не в помещении, ты в спектакле. Казино – это, конечно, сердце комплекса, но не единственное, ради чего сюда идут. Все ультра роскошно: ковры, свет, зеркала, статуи, ощущение движения, денег, удачи. Британский шик и азиатская роскошь. Смотрите, какая милая фотозона. Ну как же без этого? Кстати, хочу рассказать вам еще один очень интересный факт. Китайцам запрещено ввозить в Макао больше $5000.
потому что они, очень азартны. Они, правда, придумали обходной путь. Они привозят сюда драгоценности и дорогие часы. Чтобы было что продавать, когда они проигрывают. Смотрите это светящееся шоу. На него можно смотреть очень долго. Мы стояли там, наверное, минут 20. Мы проходим через Триумфальную арку и будто переносимся в Париж. Впереди Эйфелева башня, огни, масштаб. Все как в Европе, только по-азиатски ярче. Но это Макао. Копия, блеск, казино, ощущение, что ты одновременно и в Европе, и в Азии. Город иллюзий, где все немного не по-настоящему. Но от этого еще интереснее. Паризиан – это не только Эйфелева башня, в половину величины от настоящей, 162 метров. Это казино открылось в 2016 году и стало одним из самых ярких проектов на Катай-Стрип. Игровая зона просто впечатляет. Казино примерно 450 игровых столов, 2500 слотов, от рулетки и блэкджека до популярного в Азии баккара. Но главное – это немного Парижа внутри. Торговая галерея оформлена с атмосферой французских кафе, булочных, бутиков, где музыка и декор создают эффект прогулки по Парижу. Здесь около 3000 гостиничных номеров, десятки ресторанов, 170 бутиков, водный парк, театр на 1200 мест, детские зоны. Это огромный развлекательный мир и совершенно шикарный. Ну и плюс, что мы попали в идеальный период, увидели кучу прикольных елочек, шикарных елочек. Уже в ноябре тут все готовятся к Новому году или к Рождеству. А ощущение, как будто бы попал в музей. Стены, картины на потолках и стенах. Все совершенно шикарно. Действительно, как будто бы прогулка по Парижу. Это потолок. Так мы ходили из зала в зал и просто впечатлялись. А это туалет. Да, я люблю снимать туалеты в интересных местах. И, на мой взгляд, он совершенно роскошный.
Вин Палас. Королевский размах. Внутри мы снимали совсем немного, но самое интересное от этого казино я оставила на конец ролика. Шоу фонтанов. Вам точно понравится. Это лучшее, что я видела, наверное, за всю жизнь. Это казино для больших игроков. Здесь, очень роскошно. Естественно, бутики, гостиничные номера и много-много всего интересного. А это всего лишь туалет. Фишка этого казино – это Sky Cup. Кабинки едут прямо над озером с музыкальными фонтанами и привозят гостей прямо ко входу в казино. Очень кинематографично. Фонтаны танцуют и показывают грандиозное шоу, почти как в Лас-Вегасе. Здесь все создано для того, чтобы не хотелось выходить. Номера все как один шикарные, с панорамными окнами, которые смотрят либо на море, либо на фонтан. Рестораны тоже впечатляют. И, конечно, куча интересных инсталляций. Посмотрите, все эти цветы живые. Это очень красиво. Конечно, ни одна камера этого не передаст. Вы можете посмотреть то, что у меня получилось, и поверить мне на слово. По дороге в казино Венеция в кадре появляется редкое сочетание. Элизабет Тауэр, та самая лондонская башня с Биг Беном, и Кампаниле де Сен-Марко, венецианская колокольня. Два символа Европы в одном кадре. И это все Макао. Вот перед нами знаменитый мост Понте-де-Риальто, венецианский символ Гранд-Канала. Это самое большое в мире казино. В мире? Да. Венеция – это самое большое в мире казино. Весь город собрался в одном кадре. Мы дошли до каналов, но еще не дошли до входа. Что же будет дальше? Это казино просто огромно. 46 тысяч квадратных метров игрового пространства, 680 игровых столов, более 1140 слот-аппаратов. Масштаб посетителей за 2024 год – 31 миллион человек. Это огромный поток туристов и азартных игроков с мира. Мы приехали в Макао в понедельник, чтобы нормально поснимать и не застать толп туристов, ведь это самый слабый день. Но немножко просчитались в том, что мы не застали все шоу, которые обычно здесь бывают. В комплексе есть пятизвездочный 39-этажный отель на 2905 номеров, точнее свит. Гости могут жить прямо здесь, над казино, и возвращаться в азартное пространство за пару шагов. Здесь есть масштабный торговый центр с сотнями магазинов, десятками ресторанов, где можно отдохнуть между ставками и прогулками по залам. Дизайн и атмосфера вдохновлены итальянским городом. Внутри есть каналы, мосты и гондолы. Все словно мини-Венеция под крышей.
Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился Макао не меньше, чем нам. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение нашего путешествия. А теперь, как я обещала, самое зрелищное – поющие фонтаны у казино Вин. Наслаждайтесь. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, dancing through the fire. Cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. Now I'm floating like a butterfly, singing like a bee. I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder than a lion. Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me roar. You'll hear me roar. You're gonna hear me roar. Roar.